синергии с социальными изменениями, экологическими изменениями, тем, что будет иметь позитивный эффект на то сообщество, в котором мы реализуем третью миссию университета, да, как такого разработчика и агента изменений. Кейс-стади входят поведенческая экономика, региональные исследования, связанные с новым шелковым путем, роль технологий, организационная культура, ну и навыки презентации, да, как же рассказать о своей идее так, чтобы она запомнилась. Чем отличается курс и что отмечают преподаватели и студенты с точки зрения его преимуществ? Первое – это то, что к курсу привлекаются менторы из бизнес-среды. В прошлом году привлекались коллеги из среды дизайна, менеджер по развитию Яндекса в Центральной Азии, из компаний, связанных с предпринимательством. Второй – это очень важный компонент. Курс предлагается для всех специальностей. Я думаю, что будет вопрос, возможно, но сразу скажу, что он входит в общеуниверситетский компонент для разных специальностей. И в школе экономики и менеджмента он входит, собственно говоря, в компонент самой школы, что предусмотрено для студентов. Почему это хорошо? Я думаю, в принципе, довольно очевидно, потому что бизнесмены будущие и бизнес-леди – это не только студенты экономических специальностей или студенты предпринимательства или менеджмента, это все-таки разносторонние люди, да. Когда мы говорим о современной креативной индустрии, это команды, в которые могут входить люди из очень-очень разных сфер. Поэтому такое внедрение курса, в принципе, на всеуниверситетском уровне, как раз и повлияло на то, что у нас получаются идеи и питчи, которые связаны с очень разными сферами. Ну и третье, то, что студентам очень нравится, то, что они могут анкетирование проводить, предпринимателей, общаться с предпринимателями, проводить исследования рынка, узнавать на практике, ходить в гости, пока еще не было пандемии, да, либо онлайн ходить в гости и разговаривать, спрашивать, как же все-таки, что такое креативное предпринимательство, как это работает. Да. Кроме этого, как я уже заметила, что еще нравится студентам, это такой компонент соревновательности. С точки зрения мотивации участия вот в этом челлендже в конце семестра, оно на самом деле добавляет интерес студентов, по словам самих студентов и по словам преподавателей. Да? Вот то, что это не курс с неопределенным окончанием, а определенный путь, который они должны пройти, и в конце создать свой такой первый продукт. В принципе, это повышает их заинтересованность и мотивацию. Кроме того, как я уже сказала, студенты имеют возможность участвовать в международном конкурсе, подготовиться, отполировать свои презентации, свои навыки, вот, и попробовать это сделать еще в рамках университета. Айгерим Долдин, участница Big Idea Challenge Нархоз, стала финалисткой Big Idea Challenge глобального от Казахстана в 2021 году. Я отправлю ссылочку на ее видео, можете посмотреть, очень интересный проект, связанный с повышением финансовой грамотности. Супер актуальная тема, как мне кажется, на данный момент, учитывая то, сколько возможностей потерять деньги, да, сейчас существует. Вот, в Айгерим очень интересный проект, рекомендую вам с ним ознакомиться. Да, собственно говоря, студенты в общей сложности за 3 года 98 команд представили проекты в конкурсе Big Idea Challenge в университете. Студенты, которые прошли обучение в рамках курса, пробуют и открывают свои бизнес-стартапы, бизнес-идеи. По отзывам преподавателей, курс стоит внедрять. На втором курсе возможно, но, может быть, даже рановато. Да? Оптимальным рекомендуют все-таки преподаватели на 3-м курсе вводить дисциплину, чтобы студенты имели возможность
рассматривать кейсы уже с точки зрения каких-то знаний и навыков, связанных с предпринимательством, возможно, с юридической, имея какую-то определенную юридическую базу знаний. Вот, поэтому это то, что было из таких, наверное, более challenging, сложных моментов, да, из рекомендаций, чтобы была какая-то определенная база. Далее хочу еще одну минуту поделиться с вами, собственно говоря, нашими планами на следующий год, и буду рада услышать от вас, если вы хотели бы стать частью любого из этих направлений, пожалуйста, не пишите мне, мы в любом случае будем, я думаю, еще вам писать по этому поводу, но заранее анонсирую такой тизер, да, мы планируем совместно с партнерами проводить эмпирическое исследование, поработать над наращиванием потенциала исследователей для решения проблем в области креативных индустрий, продолжить policy диалог да, с точки зрения политик и пригласить к этому диалогу те заинтересованные стороны, как исследователей, так и самих предпринимателей, так и государственные структуры, так и коллег из вузов, работающих над прикладными проектами, либо же неправительственные организации, прям буду рада видеть в рамках этого диалога. Ну и что было озвучено на Creative Almaty форуме, такой недостаток, небольшое понимание того, как креативному предпринимателю защитить свои права с точки зрения объектов творчества, того, что создает креативный предприниматель. Вот, и Нархоз сейчас работает над академической программой по правовой базе для творческих предпринимателей, чтобы они знали, да, как можно, создав что-то, на этом, собственно говоря, и строить свою бизнес-модель, и иметь защищенными свои права как создателя, как автора. Да, вот этот аспект мы тоже в этом году будем разрабатывать. Я работаю на специальной кафедре арт-менеджмента и продюсирования в Академии у нас. Напомню, что это Академия искусств, то есть это специализированное заведение, творческий вуз, так называемый. И у нас своя ситуация и в творческих вузах Казахстана, и Центральной Азии, и в частности в Академии имени Жургенова. Ситуация заключается в том, что до недавнего времени дисциплины, которые касались предпринимательства и менеджмента как такового, селф-менеджмента и любого вида менеджмента преподавались только на нашей кафедре, то есть тем студентам, которые выбрали специальностью арт-менеджмент или продюсирование. Все остальные студенты в основном занимались изучением дисциплин творческих по своим специальностям. Ну и, может быть, общим курсом у них максимум, что могло идти, это общий курс менеджмента. Психология творчества и, может быть, еще авторское право в таком познавательном варианте. Но никого из них не готовили как предпринимателей, которые могут свое творчество и свое искусство понести дальше людям и каким-то образом приспособить к вызовам сегодняшнего дня. И вот эта проблема, она сейчас встала очень резко, очень четко. Ее уже понимают все, и студенты, и преподаватели. И поэтому как раз наше партнерство и наш курс очень был к месту. И вы видите, что мы работали в партнерстве с Goldsmith университетом Лондона, с Impact Hub Алматы и, конечно же, при непосредственной координации Британского совета участвовали в этой программе. В чем заключалась суть нашего партнерства? Ну, во-первых, мы, в общем-то, были направлены сразу на внедрение этой дисциплины в учебный процесс, но мы не стали ее внедрять сходу, а мы сначала пошаговую программу внедрения разработали. Для этого наши преподаватели прошли программу повышения квалификации по вопросам преподавания дисциплины креативное предпринимательство с тренерами Goldsmith University London.
Это происходило с 2018 года, и, ну, вы, наверное, тоже были в Impact Hub вот на этой программе. Кроме того, наши преподаватели ездили в Лондон и непосредственно в университете изучали curricula, изучали, как они выстраивают непосредственно эту программу и как работают с этой дисциплиной. После этого шага в прошлом году нами был разработан силабус на русском и английском языках для бакалавриата на 6 кредитов. И, конечно, это 2 семестра, потому что программа достаточно плотная, и абсолютно нереально нам показалось в один семестр это все вместить. Ну и, конечно, сейчас вот идут работы по подготовке публикации учебного пособия «Креативное предпринимательство» на русском, казахском и английском языках уже по итогам силабуса и первых шагов, первых результатов внедрения этой программы. Ну вот здесь как раз вы видите фотографию с тренингов для преподавателей по креативному предпринимательству. И также это скрин специального класса, который мы создали с нашими партнерами для того, чтобы, ну, как бы сделать прогон этой программы, которые мы решили делать как курсы для креативных предпринимателей. И вот 3 года мы проводили курсы онлайн, пользовались Classroom, разработкой Google для того, чтобы онлайн обучать студентов и предпринимателей на курсах по креативному предпринимательству. Надо сказать, что мы взяли такую смешанную модель, то есть в этих курсах принимали участие свободные, независимые предприниматели и принимали участие наши студенты. И посмотрели, каким образом идет расклад, какие проблемы, какие возможности, какие плюсы и минусы. То есть в течение этих 3 лет мы отработали все детали и все компоненты этой программы. А сейчас мы работаем непосредственно над учебно-методическим пособием, которое как раз стало результатом вот этой совместной работы наших преподавателей, Института культурного и креативного предпринимательства Голдсмит университета и Impact Hub Алматы в рамках международного образовательного проекта Creative Spark. И в прошлом году уже был внедрен курс «Креативное предпринимательство» на дистанционном обучении. В основу этого курса, надо сказать, легла авторская методика преподавателя Голдсмит университета Шан Прайм, которую она разработала для Неста, организации, поддерживающей инновационные стартапы во всем мире. Составителями учебной программы выступили моя коллега Джумадилова Жамиля Мантурлиевна и я. Также при участии наших тренеров Impact Hub это Индира Шах, Анастасия Гончарова и Асхат Ускимбаев. Вот вместе с ними мы 3 года проводили тренинги, и в основу курса, в основу пособия и в основу силабуса легли те занятия, которые мы отрабатывали, проводили, те лекции, которые мы читали, и те разработки Шан Прайм, которые мы адаптировали к нашим реалиям и перевели на русский и казахский язык. Дальше мы, конечно же, планируем дальнейшее сотрудничество с партнерами из Голдсмит университета, Impact Hub, в том числе по вопросу совместного ведения курса. Мы, конечно же, планируем инициирование поэтапной исследовательской программы по креативному предпринимательству. Это очень сложный процесс, и действительно здесь нужна продуманная методология. Это не в один день делается, и не только с помощью различных опросов и анкет, но это очень сложный процесс, который на нашей территории только-только запускается. Все, что касается арт-рынка. И, наконец, мы планируем издание учебно-методической литературы. Вот к концу года мы уже, скорее всего, выведем на печать наше пособие
по креативному предпринимательству, но у нас в планах дальнейшие шаги по учебно-методической литературе. Мы проводили воркшопы «Круглый стол» вот в мае, в июле, и в рамках этих мероприятий было проведено, скажем так, небольшое исследование внутри нашей программы и по отзывам наших партнерств из Казахстана, Кыргызстана и Великобритании. Наши эксперты из Англии, Шейн Прайм и Николя Тернер, они скомпоновали такой небольшой отчет. Разрешите мне представить его, да, и мы уже дальше перейдем ко второй части, к дискуссии. Что же показало данное исследование, да? Какие успехи, проблемы и дальнейшее развитие, да, рекомендации, как дальше развиваться в нашей программе. То есть за это время, сейчас уже четвертый год программы, за эти 4 года были инициированы прочные партнерства между университетами Казахстана и Кыргызстана, и было проведено много разных мероприятий для улучшения навыков предпринимательства и креативной экономики. Да. В основу, скажем, методология, да, этого исследования была в том, что вот проводились мероприятия, круглый стол, воркшопы нашими британскими экспертами, и в основу дискуссии легли вот эти вопросы, которые вы видите сейчас на экране, да, то есть по именно формированию предпринимательского склада ума, что такое вообще креативное предпринимательство, да, по каким-то взаимовыгодным отношениям в этой сфере, да, какая нужна поддержка и так далее. То есть, и результатами, ну вот, скажем так, что было достигнуто в рамках нашей программы, да, Creative Spark. То есть отметили эксперты, что было достигнуто более глубокое понимание влияния ценностей обучения предпринимательству в образовании, ну, среди тех партнерств, которые участвуют у нас в программе. Также статус предпринимательства в вузах, да, в Казахстане и Кыргызстане повысился благодаря той работе, которую проводят наши партнерства внутри вуза. И также был разработан широкий спектр ресурсов общего пользования, то есть это информационные ресурсы, тренинги, семинары, также вот, ну, курсы, которые, да, программы образовательные, которые разработаны и разрабатываются. И были проведены исследования как индивидуально, так и в рамках этой программы. Также было проведено было доступно много площадок для обсуждения вот именно предпринимательства, навыков предпринимательства и так далее. И эта программа предоставила возможности, да, совместного обучения и разработки материалов между вузами Великобритании, образовательными организациями Великобритании и вузами Казахстана. Донат Джумин не смог присоединиться, искренне хотел, он подготовил презентацию, выслал нам. Я, насколько могу, просто пройдусь. Я, наверное, не буду освещать всю концепцию. Мы вышлем данную презентацию и, в принципе, саму концепцию всем участникам. Самое главное, я думаю, что для меня вот из всей этой презентации было интересно увидеть то, что кроме того, что Нур-Султан и Алматы являются такими значительными, и владеют значительным преимуществом для развития креативных индустрий, оказывается, вот есть город Шымкент и Караганда, которые тоже имеют высокий потенциал для развития за счет того, что у них концентрация населения и выгодное географическое положение. Потому что мы надеемся, что данные города смогут присоединиться, вузы из данных городов особенно смогут присоединиться, чтобы перенимать опыт от университетов, которые входят в программу Creative Spark, и, возможно, дальше будут сотрудничать. Самое главное, что делать, конечно, упор, это на то, чтобы изменить подход в самих образовательных программах, что, в принципе, в университетах в рамках Creative Spark и делают, через обновление этих программ. Но вот здесь, что интересно, что они, конечно, хотят и в среднем профессиональном звене тоже сделать упор, и также, насколько я знаю, что они собирались еще отрабатывать это со школьниками.
с уровнем развития критического мышления, там, предпринимательских подходов среди школьников, даже младших. Естественно, чтобы в дальнейшем это все меры как-то работали, они будут находить агентов через Министерство образования в первую очередь, как государственного органа, который отвечает за реализацию образовательной политики в Казахстане. И через министерство будут искать соответствующие структуры, которые также будут помогать в реализации трансформации всего сектора образования в области развития креативных индустрий. Мы с вами сегодня хотим определить именно роль вуза. По моему личному субъективному мнению, на сегодняшний день, учитывая тот факт, что до вообще принятия этой концепции и так далее, вузы уже делают очень много, совершенно подходят диверсифицированно к тем или иным вещам в рамках создания образовательных программ и так далее. Сегодня как раз-таки в рамках дискуссии хотелось бы узнать, учитывая тот факт, что разные здесь заинтересованные лица присутствуют, хотелось бы как раз-таки узнать ваше мнение. Какова все-таки роль казахстанских реалий однозначно в, скажем так, создании здоровой, я вообще противник говорить, что есть в мире, мне кажется, нет прям самой здоровой экосистемы, если мы берем креативную экономику, но вузы как раз-таки могут стать врачами, которые могут оздоровлять эту систему. И вопрос следующего характера. Какова все-таки роль вузов, не только творческих, но и бизнесовых, сейчас вузы получают автономию в создании здоровой экосистемы креативной экономики. Я понимаю, что исследования показывают, что нет до сих пор определений. Как раз таки сегодня у меня вопрос. Мы в казахстанских реалиях для себя поняли, что такое для нас креативная экономика? Мы смогли типологически обосновать те отрасли, которые входят в список креативных индустрий, или мы ссылаемся на традиционные 13 отраслей, которые присутствуют в рамках международного опыта, так сказать, британских. То есть определение типологии, ну, так называемая таксономия, она действительно имеет огромное значение. Для чего? Для того, чтобы в дальнейшем проводить исследования, действительно приоритизировать те или иные направления для развития, опять-таки, креативной индустрии. Третий момент, который хотелось бы сегодня обсудить, коллеги, это каким количественным и качественным результатом в целом мы движемся. Почему? Потому что то же самое, этот вопрос хотелось бы тоже задать, конечно, проектному офису. Это какой запрос? 25-й год, 30-й год. И мы знаем, что есть определенные классические индикаторы, к которым мы идем. Создание рабочих мест, это увеличение процентного соотношения ВВП. Но мы этот список, он исчерпывающий, мы будем его расширять или нет? И опять, какова роль вузов в данном случае? Рассмотреть именно эту роль вузов именно в подготовке и переподготовке кадров, чтобы можно было либо создавать какие-то краткосрочные курсы, да, например, по типу Executive MBA, или же, например, создавать какую-то дополнительную подготовку. Мы также разговаривали, что вот КБТУ и Курмангазы, они тоже работают вместе. Как хорошо было бы, если бы, например, была внутренняя мобильность, да, то есть как по принципу Болонского процесса, когда студенты могут ездить за рубеж и проходить обучение там, чтобы это внутри тоже было возможно для студентов творческих специальностей, выбирать другие специальности в продвинутых вузах, которые могут работать по менеджменту, по предпринимательству. То есть, возможно, вузу, в котором есть творческие специальности, нет возможности создавать, да, то есть мы знаем, что чтобы создать программу, да, Юля вот скажет, и вы тоже, в принципе, в курсе, что это проходит 1,5-2 года, иногда и 3 года это может занять, чтобы специальность разработать, ее утвердить, пройти все круги ада в Казахстане. Соответственно, возможно, вот именно, что студент из творческого вуза, там, из творческой специальности сможет взять кредиты в вузе, где есть менеджмент профессии, менеджмент специальности, и чтобы эти кредиты ему засчитались, и чтобы он получил эти навыки. Я скажу только за творческие вузы, поскольку первое исследование касалось именно культурных индустрий, тогда еще креативное предпринимательство не звучало так громко, это все-таки были культурные сектора. И вот одно из очень важных, на мой взгляд, одна из больших находок, на мой взгляд, которая многих обижала, но я все равно хочу ее проговорить. То есть в тот момент вот мы выявили, опросив огромное количество государственных вузов, специалистов, экспертов, в том, что все-таки система государственного образования вот в культурных индустриях
чаще всего ее результат является производство солистов, талантливых, классных, качественных специалистов, которых можно смело экспортировать за рубеж. Но вот эта система имеет обратную сторону, потому что на практике мы видим, что, да, безусловно, есть действительно очень предприимчивые, талантливые ребята, которые, выпускаясь или даже будучи в вузах, могут придумать, как делать свои концерты эффектно, да, как с кем-то сотрудничать, но большая часть все-таки таких выпускников вузов все-таки даже не понимают, каким образом строить свою карьеру, то есть как выходить просто даже на уровень найма и корректно договариваться о своей зарплате, о своих обязанностях, да, и так далее, и так далее. Не всегда важно и нужно ожидать, что эти таланты, эти творческие люди должны быть предпринимателями, должны быть очень хорошо подкованы для того, чтобы на рынке быть конкурентными. И мне кажется, что очень хороший ответ я слышу в течение вот всего форума от многих комментаторов в том, что действительно очень важна вот эта коллаборация, потому что идея креативного предпринимательства не в том, чтобы человек талантливый умел себя упаковать и продвинуть, но в том, чтобы пригласить другого человека, который может быть не талантливый, но который чужой талант в состоянии упаковать его и хорошо продвинуть. И в этом смысле вот та самая коллаборация между разными вузами, когда бизнес встречается с креативом, вот выглядит в наших условиях просто базовой какой-то вещью, без которой мы никуда далеко не продвинемся. Мы представляем направление кинообразования, в котором я нахожусь уже почти 10 лет, и в рамках этих 10 лет мы, например, я полностью согласна с Анастасией, мы поняли один очень важный фактор, мы даже, будучи предпринимательским университетом, тогда это было не в ЛМЮ, я работала в Туране, мы внедрили вот эти предпринимательские модули для творческих непосредственно специальностей. Это режиссура, это актерское искусство, это операторское искусство. И мы столкнулись с очень большой сложностью в том плане, что наделить как бы полными такими знаниями в этой области действующего творческого человека очень сложно. Я полностью согласна, что нужны такого вида коллаборации, как минимум, для того, чтобы сохранить и творческое начало, или вот правое и левое полушарие, да, в правильном таком восприятии и создании произведений в том числе. И так как уже сам процесс запущен, концепция уже разработана, то роль вузов здесь очень важна, именно с позиции предпринимательства для произведения экранного искусства, не только для исполнительского, или других видов направлений. Поэтому если как бы коротко хотела поддержать коллег и сказать, что да, со своей стороны нам нужно обязательно уже, наверное, в форме конкретного проекта или в форме конкретного какого-то исследования сейчас оперативно провести какие-то виды важные и внедрить их уже в учебный процесс. Хотя мы понимаем, что учебный план разрабатывать, но сейчас вузы, на данном этапе все вузы Казахстана, в принципе, мне кажется, это уже не те 5 лет назад, да, МОНовские требования. Сейчас уже более гибче, мне кажется, можно прорабатывать учебный план, и по временным направлениям тоже есть как бы... Я хотела бы сказать, что сейчас есть возможность до 70% внедрять практиков в учебный процесс. Все вузы могут это делать, то есть приглашать именно практикоориентированную сторону специалистов, которые уже состоялись, и вот этот учебный план и образовательную вообще траекторию выстраивать. Каким образом мы можем решить данный вопрос? Запускать программы, потому что мы сейчас видим, что происходит. Мы запускаем везде программы, где мы обучаем наших преподавателей предпринимательству. Давайте обучаем предпринимателей педагогическим навыкам, vice versa, все. То есть здесь есть определенная такая тоже логика и равенство между инпутами и аутпутами, которые мы можем получить запуска в любой программы и в реализации любой концепции, либо проекта. Повышение, да, так скажем, динамики, улучшение динамики, оздоровление экосистемы, будь это предпринимательская с перспективой креативной экономики через диверсификацию студенческого сообщества, диверсификацию преподавательского сообщества. Это происходит через коллаборацию вузов с разными институциональными какими-то особенностями. Также предлагалось в рамках обсуждения все-таки идти одной командой. То есть нужно задуматься о том, чтобы все-таки создавать либо альянс, либо ассоциацию коммуникации.